Привет, с вами Лилумон. И сегодня я бы хотела поговорить о том, что хочется женщине в сексе, что для нее важно и как увеличить ваши шансы стать первоклассным любовником. Нафига я это все говорю? Я решила поделиться этой информацией, потому что на самом деле долгое достаточно время я сама с трудом или вообще не испытывала оргазм именно с мужчиной. Одна из самых основных проблем женщин — это то, что они не любят и не принимают свое тело. Очень много сравнивают себя с другими. Они насмотрятся разных профилей в Инстаграм, порно, начинают думать, что с ними что-то не так, что они, например, никогда не испытывали анального оргазма, или у них никогда не было сквирта, и что они какие-то не такие. Отсюда появляется очень много комплексов, и зажатая женщина, она не сможет расслабиться во время секса. Если девушка будет думать о том, что у нее некрасивая грудь, там какой-то целлюлит на попе, какой-то лишний вес, что-то ее в себе не устраивает, это всегда будет отражаться на сексе, на сексуальной жизни. Поэтому главная, конечно, задача мужчины — это поддержать свою девушку, говорить ей как можно больше комплиментов. Потому что в женской голове, конечно, все по-другому. Мы всегда найдем, чем заморочиться. На нас давит социум, нам все говорят, как мы должны выглядеть, как нам нужно ходить, не знаю, там, заниматься сексом. Поэтому старайтесь уходить от этого. Но когда мы смотрим на свое тело не так, как навязывает нам культура социума, нам становится намного проще принять свое тело и наслаждаться. Еще одна проблема — это то, что у нас мужчины не знают, как устроено женское тело. Насмотревшись контента, мужчины думают, что девушкам нужен огромный член, например, или что девушка может испытывать разные виды оргазма, например, клиторальный, анальный или вагинальный. Это неправда. Не существует у женщины разных оргазмов. Женщина может испытывать один оргазм, но разница только лишь в том, что она может их получать, достигать этого оргазма стимуляции разных эрогенных зон. Поэтому меня дико бесит вопрос про мой анальный оргазм. Его просто не существует. Это обычный оргазм, просто мне нравится анальная стимуляция, вот и все. Но обычно происходит следующее. Парень посмотрел какое-то порно и говорит своей девушке: вот, смотри, эта тёлочка так кончает от анала, давай попробуем так же. Тебе наверняка понравится. Возможно, и понравится, а может быть и нет. Может, у нее совсем другие эрогенные зоны, и эта дырочка в этот список не входит. Мужчины, вы должны понять, что все девушки разные. То, что нравится одной, не всегда нравится другой. И не нужно свою девушку тыкать носом в порноролики, тем самым развивать в ней еще больше комплексов. Лучшее, что вы можете сделать для своей девушки, это начать изучать ее тело вместе с ней. Постепенно, аккуратно. Спросите, что смущает ее от сексуальных экспериментов, чего она боится. Девушке очень важно понимать, что вы остановитесь в любой момент, когда ей станет неприятно. А девушка должна вам полностью доверять. И еще почаще говорите ей, какая она сексуальная и красивая. Нам, девушкам, очень важно это слышать. К сожалению, не только мужчины, но и большинство женщин не знают, как устроено их тело. Большинство женщин просто даже не догадываются, где у них точка G, что она вообще существует, где у них находится клитор, в какой позе им удобнее кончать. Никто нам не говорит, что нужно изучать свое тело, что нужно пробовать мастурбировать в разных позах и понять, как тебе больше нравится, в каком месте, что нужно делать, чтобы ты достигла оргазма. Потом показать это мужчине, как с тобой нужно обращаться. Обычно об этом, естественно, не принято говорить. Все это приводит к тому, что мы думаем, что мы разберемся как-нибудь там сами, под одеялом, что мужчина типа должен угадать наши желания, и как-то он там что-то там поймет и сделает нам приятное и хорошо. Но это так не работает, и, к сожалению, все это приводит к тому, что накапливается неудовлетворенность собой, своим партнером, приводит к снижению либидо, в итоге вам сексом-то и не сильно хочется заниматься. Я призываю как мужчин, так и женщин не пускать свою сексуальную жизнь на самотек. Я постараюсь вам помочь, рассказать о своем сексуальном опыте, и не только. Так, наша самая ключевая цель — это женский оргазм,
так как он более сложный, он сложнее устроен, а женская психика намного сложнее устроена, женщина более подвержена стрессу. Если вы заметили, даже в порно не делается акцент на женском оргазме. Все заканчивается обычно мужским камшотом, и, собственно, и все. Типа так и должно быть. Что же все-таки нужно женщине в сексе? Женщине нужно чувствовать себя в безопасности. То есть, если девушка просит вас сдать анализы, сдаем. Если девушка просит вас надеть презерватив, надеваем. А если девушка будет уверена, что все хорошо, ей будет проще расслабиться. Если вы не выполняете каких-то ее элементарных требований, ей будет очень сложно расслабиться и в конце концов испытать оргазм. Второй очень важный момент: говорите со своей партнершей. Спросите ее, что ей нравится, как она хочет. Расскажите, что вам нравится в сексе. Спросите ее, что нравится ей. Пусть она покажет, как она мастурбирует. Пусть она покажет, как ей нравится, чтобы вы ее трогали. Так вы быстрее найдете точки соприкосновения и поймете, что и где кому приятно. На самом деле я сама очень долгое время не испытывала оргазм с мужчиной, потому что мне нужна была клиторальная стимуляция, но я боялась этого делать, мне было неудобно делать это при мужчине. Тем самым я лишала себя множества оргазмов. И когда я поняла, что трогать себя это нормально, а не нормально ущемлять себя в каких-то ощущениях, тогда я расслабилась и начала все делать так, как мне хочется. Самое интересное, что, естественно, мужчинам очень нравится, когда девушка сама себя трогает. Это абсолютно нормально. Третий и очень важный момент — это, конечно же, делать своей девушке комплименты. Мы очень сильно загоняемся по любым поводам, и комплименты, они настраивают девушку на такое сексуальное настроение. Поэтому не стесняйтесь и не скупитесь. Четвертый пункт. Женщины любят мужчин, которые действительно разбираются в сексе. И сейчас куча информации, поэтому разбирайся в этой теме, изучай. Проверь себя, знаешь ли ты, где находится точка G, где находится клитор. Чем больше ты будешь знать в теории о женском теле, тем проще тебе будет на практике. Еще один момент. Ты должен знать не только женское тело, но и свое. Как сдержать себя, преодолеть волнение. Нет, конечно, никаких нормативов по продолжительности секса, но я знаю одно. Твой оргазм должен быть после того, как кончит твоя девушка. Постарайся сделать все, чтобы было именно так. Просто потому, что девушка вряд ли будет постоянно мириться с такими фейлами, будет накапливаться неудовлетворенность. Это все приведет к нежеланию заниматься с тобой сексом. Ну и одно из самых главных условий — это, конечно, уважение. Для женщины нет ничего ужаснее, чем чувствовать себя использованной. Поэтому даже если у вас нет серьезных отношений и вы встречаетесь только для секса, относись к ней по-человечески. Всегда доводи ее до оргазма, дари ей подарки. Я уверена, что если ты выбрал эту девушку, то она явно достойна нового нижнего белья или какой-нибудь секс-игрушки. При этом это доставит удовольствие вам обоим. Ну что ж, на сегодня все. Любите секс, получайте от него максимальное удовольствие. Ставьте лайки, пишите свои комментарии и всем оргазмов!